Всем привет! Сегодня приготовим вкусное печенье к чаю. Этот простой рецепт сразу вас покорит. Продукты доступные и приготовление легкое. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 200 грамм сахара. Сюда же насыпаем щепотку соли. И добавляем 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем венчиком до растворения сахара. В эту массу наливаем 300 мл кефира и 150 мл растительного масла без запаха. Все перемешиваем. Я использовала кефир жирностью 2,5%. Насыпаем примерно половину от всей муки и 2 чайных ложки разрыхлителя. Все перемешиваем. Постепенно добавляем остальную муку. Мне понадобилось примерно 700 грамм муки. Замешиваем тесто сначала венчиком, а затем руками. Должно получиться мягкое тесто, которое хорошо держит форму. Оставляем тесто отдохнуть на 5-10 минут. В мисочку разбиваем 1 яйцо. Наливаем 1-2 столовых ложки кефира или молока. Можно добавить воды. Все перемешиваем до однородности. Берем приготовленное тесто и делим его на 4 примерно одинаковые части. Каждую часть скатываем в колбаску. А затем разрезаем на 6 примерно одинаковых частей. Каждый кусочек теста скатываем в шарик. Таким методом подготавливаем все тесто для печенья. Должно получиться 24 шарика. Берем шарик и верхнюю часть теста сначала обмакиваем во взбитом яйце, а затем в сахаре. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставляем небольшое расстояние между ними, так как в процессе выпечки печенье увеличивается в размере. На каждом печенье делаем 4 надреза кончиком ножа. У меня получилось 2 противня печенья. Противень ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 30-35 минут. Готовое печенье достаем из духовки. Выкладываем на блюдо и подаем на стол. Печенье получилось очень вкусным, несмотря на небольшое количество ингредиентов. Готовится несложно и достаточно быстро. Хрустящая сахарная корочка сверху придает печенью аппетитный вид. Такое печенье идеально подойдет для домашнего чаепития и отлично впишется в повседневное меню. Также у меня на канале есть и другие рецепты печенья. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим быстрое печенье к чаю всего лишь из 3 ингредиентов. Очень нежное, в меру сладкое и с приятным вкусом кокоса. 2 яйца разделяем на желток и белок. Разделяем очень аккуратно, чтобы в белок не попал желток. Желтки нам не понадобятся, из них можно приготовить завтрак. В белки насыпаем щепотку соли и начинаем взбивать белки. Постепенно добавляем 100 грамм сахара. Все взбиваем до плотной устойчивой пены. Во взбитую белковую массу насыпаем 150 грамм несладкой кокосовой стружки. Все перемешиваем ложкой до однородности. Противень застилаем пергаментной бумагой. На бумагу с помощью ложки выкладываем приготовленную кокосовую массу. 1 столовая ложка – это 1 печенье. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 15 печений. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 15-20 минут. Готовое печенье достаем из духовки и даем ему остыть. Кокосовое печенье получилось очень нежным, вкусным и ароматным, хрустящее сверху и мягкое внутри. Для большой семьи пеките сразу как минимум 2 порции. Обязательно приготовьте такое печенье, это очень вкусно.
Третьим приготовим вкуснейшее банановое печенье с кунжутом. Готовится оно очень легко, и для его приготовления не понадобятся даже яйца. В миску кладем один банан, очищенный от кожуры, и разминаем его вилкой до однородной кашицы. Банан желательно брать более спелый. К подготовленному банану насыпаем 80 грамм сахара, 2 столовые ложки сметаны любой жирности и наливаем 80 мл растительного масла без запаха. Все перемешиваем до однородности. В эту массу насыпаем примерно половину муки и 1 чайную ложку разрыхлителя с горкой. Все перемешиваем. Затем насыпаем остальную часть муки. Всего понадобится 300 грамм муки. Перемешиваем тесто до однородного состояния. Тесто должно получиться мягким и хорошо держать форму. Из готового теста сразу же формируем небольшие шарики примерно одинакового размера. Размер каждого шарика чуть меньше грецкого ореха. Каждый шарик теста немного приплюскиваем руками. И хорошо обмакиваем его одной стороной в кунжуте. Тесто с кунжутом еще немного раскатываем скалкой. Получившуюся лепешку сворачиваем в рулетик. Таким методом готовим все печенье. Готовые рулетики выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Из этого количества теста у меня получился целый противень печенья. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и по толщине приготовленного печенья. Банановое печенье с кунжутом получилось очень вкусное. Сверху хрустящее, а в середине мягкое. Легкий ненавязчивый аромат банана придает этому печенью особенный вкус. Обязательно его приготовьте, оно готовится очень просто и быстро. Следующим блюдом приготовим нежные как облачко и очень вкусные пирожки с творогом на бездрожжевом тесте. Готовятся они несложно и достаточно быстро. Сначала приготовим начинку. В миску кладем 180 грамм творога, насыпаем 2 столовых ложки сахара и 2 столовых ложки крахмала. Сюда же добавляем ванильный экстракт или 5 грамм ванильного сахара. Творог с сахаром хорошо перетираем вилкой. В этом рецепте можно использовать творог любой жирности. Готовим тесто. В отдельную миску насыпаем 180 грамм творога любой жирности. Добавляем 100 грамм сахара и щепотку соли. Все перемешиваем, перетирая творог вилкой. Наливаем 100 мл молока и добавляем 3 столовых ложки растительного масла. Перемешиваем. Сюда же в миску насыпаем в 2 подхода примерно 250 грамм муки и добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Муки может понадобиться немного больше или меньше, все зависит от вашей муки. Замешиваем мягкое и не липнущее тесто к рукам. Долго тесто вымешивать не нужно. Как только все смешалось, прекращаем мешать. Стол посыпаем мукой и сразу же раскатываем готовое тесто в прямоугольник. Толщина раскатанного теста должна быть около 5 мм. Неровные края отрезаем, чтобы получился ровный прямоугольник. Раскатанное тесто разделяем на 4 части, а затем каждую четвертинку разрезаем еще на 3 прямоугольника. Получается 12 кусочков теста. И еще 2 прямоугольника я сделала из обрезков теста. На каждый кусочек теста кладем подготовленную творожную начинку. Все сворачиваем в рулетик. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 14 пирожков. Пирожки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 20-25 минут. Пирожки готовы. Красиво выкладываем их на тарелку. Сверху пирожки посыпаем сахарной пудрой. Пирожки с творогом получились очень вкусными и мягкими. Готовится просто и с их приготовлением справится каждый.
Вместо творога можно использовать любую другую нежидкую начинку, например, яблоки.